Привет, друзья! Сегодня обсуждаю сразу несколько неожиданных тем в Германии. Почему миллиарды евро утекают за границу и при этом никто точно не знает, откуда эти деньги и кто их получает. Зачем канцлер Фридрих Мерц поехал в Бразилию именно сейчас, когда Германия меняет климатическую стратегию? И как концерн Rheinmetall вдруг принял новое решение выйти в космос? Кроме того, Европа ввела новую электронную систему пересечения границ, которая изменила правила для миллионов путешественников. А в самой Германии интересные данные. Меньше прибывающих, больше возвращающихся мигрантов и неожиданный поворот на авторынке электромобилей становится почти по цене обычных. Об этих последних новостях я расскажу буквально за несколько минут. Итак, из Германии уходят миллиарды евро. Только в 2024 году жители и работающие в Германии перевели за границу около 7,7 миллиарда евро. Большая часть этих денег остается внутри еврозоны, но значительная доля уходит и в страны Восточной Европы, на Ближний Восток и в другие регионы. Среди получателей Турция, Румыния, Сирия и другие страны. Оформить такие переводы достаточно просто. Специальные сервисы позволяют отправить деньги за минуты и без банковского счета. При этом остается неясным, откуда именно идут эти суммы – заработная плата или государственные выплаты, такие как пособия, например, гражданское базовое обеспечение. И нет надежной системы, чтобы контролировать их использование за границей. Эксперты подчеркивают, эти денежные потоки приобретают все большее значение не только для поддержки семей за рубежом, но и как социально-экономический фактор. В отдельных странах переводы из Германии составляют значительную долю ВВП. Следующая новость – одна из самых важных для курса Германии. Фридрих Мерц прибыл в Бразилию и сделал это в самый острый момент, когда Германия всерьез пересматривает свою климатическую политику. Канцлер выступил на совместной встрече с президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой, где заявил, цитата, «Германия не отказывается от защиты климата, но намерена пересчитать все заново и отделить реальность от идеологии». Эти слова вызвали резонанс не только в Европе, но и в самих зеленых кругах. Ведь Фридрих Мерц впервые открыто заявил, что климатическая политика последних лет зашла в тупик, и что Германия должна сосредоточиться не на запретах, а на технологиях, инвестициях и партнерствах, в том числе с Латинской Америкой. В Бразилии канцлер посетил предприятия, работающие с водородом и биотопливом, и подчеркнул, энергетический переход все-таки возможен, но только если он не уничтожает промышленность. При этом он осторожно намекнул, что эпоха символических климатических акций подходит к концу. Тем временем в Берлине представители партии «Зеленых» уже критикуют Мерца за изменение экологического курса, но канцлер, судя по всему, не намерен отступать. Его цель – вернуть климатическую политику под контроль экономики и здравого смысла. Следующая новость связана с обсуждением нового курса топ-производителя в Германии. Концерн Rheinmetall, известный в Германии как производитель технологического оборудования, делает неожиданный шаг. Компания выходит на рынок спутников, в том числе с использованием инновационных систем для защиты данных и инфраструктуры. В Дюссельдорфе объявлено, что совместно с финской фирмой Asias создано совместное предприятие под названием Rheinmetall Asias Space Solution. Новое предприятие расположено в городе Нойс, где один из заводов Rheinmetall преобразуется под производство спутников. Rheinmetall будет владеть 60% компании, а Asians 40%. Планируется, что запуск операционной деятельности произойдет еще до конца этого года, а первый спутник будет изготовлен уже в следующем году. Речь идет, внимание, о спутниках с технологией радиолокационного изображения с синтезированной апертурой, то есть SAR-спутники, которые позволяют получать детализированные снимки местности даже в ночное время и сквозь облака. Asian сравнительно небольшая компания с около 700 сотрудниками. В то же время у Rheinmetall по всему миру, напомню, работает порядка 40 тысяч человек. Объединение усилий обозначает технологии Asians и масштаб производства из бытовой сети Rheinmetall. Это резкий рывок на рынке спутников для наблюдения и анализа данных. Проект демонстрирует, как промышленный сектор Германии расширяет свои горизонты,
от традиционного машиностроения к космическим системам наблюдения и анализа. Это может открыть новые рынки, но также вызывает обсуждение возможных международных последствий такого технологического продвижения. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. С 12 октября, вы знаете, на границах Европы внедрили новую электронную систему пересечения границ для граждан стран вне Европейского Союза. Виновником изменений стала Европейская комиссия, которая объявила о запуске системы электронного въезда, выезда, рассчитанного на 29 стран-участниц Шенгенской зоны. Что изменилось? Для граждан стран, не входящих в Союз, больше не будет привычного штампа в паспорте. Вместо этого при прибытии в аэропорты, на железнодорожные и морские границы им потребуется пройти электронную регистрацию, включающую биометрические данные, то есть отпечатки пальцев, фото лица и фиксирование точных дат въезда и выезда. Для граждан Германии и других государств-членов Европейского Союза ничего не меняется. Они по-прежнему пересекают границы, как и раньше. На начальном этапе система вводится в Германии в аэропорту Дюссельдорфа, затем расширится на другие крупные точки входа, включая Франкфурт и Мюнхен. Полноценный охват внешних границ Шенгенской зоны планируется к 10 апреля 2026 года. Цель таких нововведений – это усилить безопасность. За счет точной и цифровой регистрации въезда и выезда упрощается выявление лиц, которые злоупотребляют режимом пребывания, а также минимизируются риски идентификационного мошенничества. Европейские границы становятся более цифровыми и контролируемыми, поэтому подготовьтесь, если планируете поездку и не являетесь гражданином страны-члена Европейского Союза. И это только начало. В Германии зафиксировано заметное снижение притока граждан Сирии и одновременно рост числа возвращающихся из страны. По данным Федерального статистического ведомства, с января по сентябрь 2025 года число прибывших из Сирии снизилось на 46,5% до примерно 40 тысяч человек. В то же время число убывших из Германии граждан Сирии выросло на 35,3% до более чем 21 800 человек за тот же период. Также отмечено резкое снижение числа первичных заявлений на предоставление убежища гражданам Сирии. Их число упало на 67% до около 19 200 заявлений. Тем не менее, даже после таких изменений граждане Сирии остаются крупнейшей национальной группой среди впервые подавших прошение об убежище. Эксперты отмечают, что снижение притока связано с изменением внутренней ситуации в Сирии. Однако они предупреждают, возврат к стабильному положению еще далек, ни инфраструктура, ни безопасность в стране полностью не восстановлены. А дальше еще интереснее. На автомобильном рынке Германии происходит значительный сдвиг. Разрыв в ценах между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания почти исчез. Согласно свежей скидочной исследовательской работе отраслевого эксперта Фердинанда Дюденхёфера, средняя разница между ценами 20 самых популярных электромоделей и аналогичных моделей с бензиновым или дизельным двигателем составляет сейчас лишь около 1600 евро. Это по сравнению с более чем 7500 евро разницей еще год назад. Причина такого сближения – это одновременное снижение цен на электрические автомобили за счет больших скидок и повышение общей стоимости автомобиля с обычным двигателем. Эксперты отмечают, нынешний момент может стать переломным для электромобильности. Если цена перестает быть серьезным барьером, выбор электромобиля становится все более привлекательным для обычного покупателя. Таким образом, для тех, кто рассматривает покупки нового автомобиля, ситуация меняется. Электромобиль уже почти не дороже, чем аналогичный бензиновый или дизельный вариант. И это может ускорить переход к низко- или нулевым выбросам. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.